Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша судьба со дня на день. Какие события скоро ворвутся в вашу жизнь? Что идет на ваш порог? Давайте с вами узнаем. И это период от нескольких дней до нескольких недель. И возьмем с вами как несколько дней или то, что будет до конца июня. И все же иногда это в недели складывается, поэтому начальные первые 2 недели июля. И вот это тот период, который может заставить где-то вас пересмотреть как и свои собственные планы. Или это то время, астрологически я даже должна добавить, что период связан с тем, когда Плутон у нас в ретрограде. И это какая-то прежняя история. Обязательно будет продолжена. А Юпитер у нас в конце июня переходит в знак Зодиака Лев. И это, по сути дела, нас как и окрыляет, так и делает более таким восприимчивым к тому, что идет в наши руки. Есть какая-то возможность ее не упустить. Больше, конечно, деньги, работа, решение сложных вопросов. И у нас в Тельце будет заход Хирона. А Хирон, мы знаем, это символ израненного целителя. И какая-то священная рана, какой-то повторяющийся сценарий. Поэтому хочется в целом сказать, мы ищем новые смыслы в каком-то известном вопросе или в известном деле. У вас выпадает маска. То есть вокруг вас не все персонажи, искренне. Ведь маска где-то и вас призывает к тому, что держать маску за пазухой. Вот я иногда так, пусть хоть и в шутку, но говорю. Потому что нам могут транслировать свое участие, нам могут транслировать что-то доброе, усыпляя нашу бдительность. Но на самом деле то, что задумал человек, мы этого не знаем, мы этого не видим. Поэтому тут даже то, что идет под маской доброты или участия, может потом оказаться совсем не таковым. Может быть, это и наоборот. Я, кстати, такое тоже могу предположить. С вашей позиции вы будете надевать маску, потому что вы кому-то не верите, и вы будете за кем-то наблюдать. И, видимо, такая тактика, стратегия наиболее предпочтительна, потому что именно это вам снимает какую-то напряженность и вносит ясность, якорь буквально, стабильность в вашу жизнь. Давайте посмотрим дальше. Корабль. Один из символов Меркурия. Символ добрых перемен. А вообще в этой колоде нам говорят о том, что исполнение желания, какое-то ваше желание, как минимум одно, обязательно исполнится. И смотрите, выпадает еще свеча. Спокойное течение жизни. Не рассказывайте о себе много. Тут ведь, знаете, вот эта маска может быть банальна, как какой-то сосед, коллега по работе. И когда очень любопытно узнать. И иногда нам люди, знаете, как беспардонные вопросы задают. А как у тебя дела в личной жизни, да? А что у тебя с деньгами? Вот иногда такое бывает, мои дорогие близнецы, на кону ваше солнце. Да, вот ясность в какой-то теме у вас наступит. Может быть, такие метаморфозы тоже состоятся, когда вы кого-то считали другом, а тут поймете, нет. Тут такая конфигурация очень скользкая. Дай-ка буду отходить от этого человека. Вот по части людей, кто с вами, кто идет именно рядом, да, куда идете вы, и кто рядом с вами готов вас сопровождать. Основные два вопроса: конец июня и первые недели июля. И вот это солнце как раз будет означать те добрые энергии, которые будут вам помогать, чтобы вы прояснили какие-то очень важные вопросы, которые, кстати, могут касаться у кого-то и работы, я такое не исключаю, но пока хочется сказать, что это вопросы любви, пары, личной жизни, а у кого-то может быть и выход из одиночества. Точно, вопросы работы, деньги тоже тут активно участвуют. Любовь и деньги, наверное, все как по Венере, мои дорогие. И поэтому вот этот вот период, и где-то конец, если мы говорим июня, у нас Венера в знаке Лев тоже, кстати. И поэтому это тот период, если прежде у нас Венера была в знаке Рак, это вопросы дома, это больше чувств. А вот когда Венера перемещается в Лев, а это уже какая-то конкретика, на что мы решимся сами, на что решатся люди. Здесь вы будете какие-то свои желания, больше конкретизировать, переводить в мир реальности или в мир материальный. И по части денег, вообще это когда совпадают,
то это буквально получение денег. Деньгами как будто близнецы должны быть довольны, мои дорогие. Но и выбор правильного направления. Может быть, именно в этот период летний вы шаг за шагом определяетесь, что вы будете продолжать, а с чем вы будете готовы проститься. Новая стратегия и тактика, от этого вы не уйдете. Время меняет нас, ну и мы где-то со временем тоже меняемся. Ну, наверное, вы-то как раз короли. Вот перемен хочется сказать. Именно близнецы. Ну, вот в картах Таро близнецы и Дева, да, вот два знака зодиака, которые соответствуют Меркурию и тому, что все стихии в руках, возможности. Но планы могут меняться. Вот давайте мы с вами узнаем, что скрывает будущее, какие тайны, что изменит ваши планы в ближайшее время, в ближайшие дни. Что вас будет радовать, что вот какие энергии будут за вас, что, возможно, само идет в руки, и что будет продолжено, к чему все идет. Может быть, заходом на вторую половину июля. И по основным сферам жизни. Любовь, личная жизнь. Что ждет? Что ждет близнецов в вопросах финансов? Ну и ваши достижения, дела, документы, работа, контакты, контракты. Одним словом, все то, что вот какие-то, ну, ваши планы составляет, да? И достижения, опять же. Итак, что же изменит ваши планы? Какие тайны, возможно? А вот правда, тайна тут может открыться. Могут глаза просто открыться с учетом именно этой маски на взаимоотношения с конкретным человеком. Мы как будто что-то не видели. Этому может быть, ну или как может способствовать получение документа какого-то, важной новости, ведь это всегда карта шанса. Для кого-то из вас, может быть, это и вы даже, при всем, что вы наблюдаете, но будет осознание, что у меня сейчас есть шанс. Возможно, карты вам хотят сказать: не упусти, близнецы, какие-то свои возможности, потому что всегда эта карта призывает воспользоваться и действовать, мои дорогие. Так что же еще изменит ваши планы? Ну, правда, две пентаклевые карты, новое видение, новый формат, может быть, даже взаимоотношений, партнерских взаимоотношений. Для кого-то из вас и документы, и финансы, не исключаю вопросы дома, в каком-то новом ключе, с новыми желаниями, с новыми возможностями. Да, восьмерка пентаклей – это карта рутины, поэтому само по себе как желание, возможность нужно переложить, насколько глубоко и далеко мы готовы зайти или углубиться, да, как долго нас хватит. Вот такие серьезные вопросы вы будете задавать, скорее всего, себе. Это может касаться где-то, ну, рабочих тем, но, может быть, это у кого-то, пусть это не совсем рабочие, а документальные какие-то подтверждения. Но тут договариваться, скорее всего, придется. Основная задача, чтобы не упустить возможность, как и финансовую, и, опять же, правильно быть понятым или правильно понять какого-то другого человека. Пятерка пентаклей всегда заноза. Я говорю именно так, мелкая карта. Но ведь по пятеркам это недостаток. Чтобы не было ни недостатка взаимопонимания, не было также недостатка по финансам. Какой-то праздник. Может быть, вы буквально будете что-то подсчитывать математически, калькуляцию какую-то составлять. Королева пентаклей. У кого-то может проиграться вопросы с близкими, с домом, с родными людьми иногда по этой карте проходят. Может быть, это ваши такие вот энергии, все же карта говорит по королеве пентаклей. Это единственный персонаж в колоде Таро, который умеет свое счастье, благополучие отстроить буквально с руин, из щебня, подняться с колен. Та или тот, не рассматриваем по полу карту, а именно архетип, когда из ничего, то есть, по сути дела, идею переложить в реальность, и из этого создать шедевр, мои дорогие. Вот такие энергии идут в вашу жизнь и меняют ваши планы. Но ведь это карта добра, карта стабильности, благополучия, уютного дома. Кто-то дома будет гнездышко видеть, скажем так. Ну, так иносказательно, надеюсь, понимаете мой сленг. Когда вы именно комфортным делаете жилье, что-то улучшаете. А для кого-то из вас это может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли или имеет там асцендент. Это у нас Телец, Дева, Козерог. Но это ваши действия. Ох, как здорово.
Правда, все то, что я сказала, десятка пентаклей подтверждается. И деньги, и благополучие, и вопросы семьи, и вопросы пары. Причем все на стабилизацию. Тут цели какие-то новые, как и по части денег, так и по части вашей стабильности, место проживания. Тут как будто все вместе может соединяться именно в этот летний период. И, может быть, это не все так прям тут пару-тройку дней или недель решается, но посмотрите, словно счастье, вот именно благополучие в квадрате пытается войти в вашу жизнь. И именно это как возможность, вот может быть возможность первого шага, вот как карты нам рассказывают историю и показывают буквально. Ты сейчас будешь определяться. Мы говорим рутина. Может быть, кто-то примет решение, что да, определенная работа потребует от вас даже определенного напряжения, вот я такое не исключаю, или потребует от вас продолжения какого-то, и надо себя на это настроить. Смогу, не смогу, хочу, не хочу. То есть вот такие разные темы. И есть с учетом пятерки целесообразность. Это когда меняются ваши планы, но внутри вас, есть какая-то часть вашей души, которая противится все-таки. Не хочу я так, хочу по-другому. А вот, видимо, глаз мудрости будет вам подсказывать, с одной стороны, а в реальной жизни что-то будет происходить такое, когда входит радость в вашу жизнь. И она как бы хочет задержаться надолго, возможно, навсегда. И вам этот момент именно нужно не упустить. Что вас будет радовать? А у вас тут очень многое получится. Да, будет радовать, что вы как раз умеете со всеми договориться. Когда, возможно, вас будет радовать спонтанный маршрут, будьте к этому готовы. Тут может быть какая-то неожиданная поездка. Тут может быть, знаете, вообще без маршрута. Бывают в нашей жизни такие восхитительные моменты, когда, вот представьте, вы со своим партнером сидите, о чем-то думаете, что-то, может быть, обсуждаете, и вдруг в определенный момент в одном из вас такая вот идея, да, появляется, а давай мы туда вот и туда куда-то съездим, или давай мы с тобой, вот что-то такое вот совершим. И вот, понимаете, кажется, да, вроде нужно сначала продумать, подготовиться, а нет, тут спонтанный маршрут. Собрались вещи, может, побросали в машину, сели и поехали. В ночь, может быть и так. Вот правда, спонтанность вам буквально помогает и вас радует. Но баланс придется держать. Двойной баланс, да. Как и по деньгам, может быть и так. Но вот этот жонглер, как будто попробуй не упусти, да, эти пентакли. А еще ж сам на качелях. Вот тут какой-то цирковой трюк. Но тем не менее он вас радует, мои дорогие. Давайте еще одну карту. Что это такое? Для кого-то из вас это те отношения, которые знакомые отношения, но с новыми балансами. Не хочется это счастье упускать, это правда. Тут какая-то радость, что-то у вас такое восхитительно, волшебно доброе, хочется сказать, мои дорогие близнецы. Это вас и вдохновляет, добавляет вам сил, добавляет желания каких-то новых горизонтов. И, безусловно, хочется, чтобы этот период продлился дольше. Отсюда будут ваши какие-то правильные решения, мои дорогие. И поэтому пятерка у нас все-таки присутствует, и мы говорили, вы не все совсем можете соглашаться, но, видимо, реальность, она где-то будет превалировать над эго. Мне хочется сказать именно так, потому что, может быть, для нас это и непривычно, но новые формы, да, той самой реальности или объективности входят в вашу жизнь и приносят вам очень добрые энергии. Так вот, что же будет продолжаться? Вот кто-то может, откуда пятерка, да, у нас выпала, пятерка пентаклей, именно от усталости начать сомневаться, начать какое-то самокопание. Для кого-то из вас, может быть, было много работы. Кстати, что это значит? А вот как будто переведи свою усталость в радость. Может быть, брось ты эти вот метлы, в данном случае колоды ведьмочек, да? Ведьмочка тянет, вот видно, что, надеюсь, это видно. Она тянет этих 10 метел, 10 жезлов, и она уже буквально падает от усталости, словно себе говорит, должен, должна дотянуть. А вот если бы бросила, правда, остановилась, оглянулась вокруг и подумала, а зачем я это тяну? Тут какая-то, может быть,
Усталость от многозадачности, все же это усталость. Отдыхайте, мои дорогие близнецы, по крайней мере успевайте, чтобы увидеть реальность в новом формате, потому что на смену вот этой карте, когда нам приходилось долго работать, мучительно, может быть, даже, ну, когда вот именно, может быть, и не одна работа, а несколько, или работа на дому, и тебе, или домашние дела, да, много каких-то вопросов накопилось, и еще и плюс работа, у кого-то сам банально отдых, может быть, будет, или планирование такового, но тут планирование что-то с семьей, может быть, и поездку какую-то, да, или спонтанный маршрут, почему нет, но вот время, что будет продолжаться, время, когда нужно бросить то, что уже, в принципе, оно как будто даже не ваше. Оно может быть как навязанное. Или там у нас выпадал все-таки, выпадала маска, и стало быть, не все люди говорят или правду, или вас сознательно пытаются втянуть в какие-то дела, вопросы, куда вам не надо. Будьте осмотрительны, не упустите свое счастье или не упустите то, что можно как будто видоизменить, причем так кардинально, когда даже если поначалу что-то вызывало противодействие, мы видим тогда не минусы, а именно те бонусы, которые приходят в нашу жизнь, что-то приносит с этим. Итак, личная жизнь, любовь. Что ждет близнецов? Ну вот она сама по себе. Любовь, добрые вести, желание, вдохновение, мои дорогие. Для людей творческих это какой-то новый проект. А для, может быть, возможность нового знакомства. Да, тут, посмотрите, король кубков выпадает. Здесь король кубков вообще-то это единственная персона, которая умеет правильно распределять эмоции и деньги, как конкретно. Может быть, и вам придется, так вот говорят, переключаться между вопросами финансов, и тогда не добавляя туда чувств. Но и в чувства не добавляя этой меркантильности, чтобы потом не получилось, да, вот это вот пятерка пентаклей. Да, карта говорит, не замечтаться-то тоже нужно, потому что если нужно материально буквально, да, подойти к решению вопросов или что-то подсчитать математически, здесь эмоции нам только могут навредить. Но также прагматизм такой сухой может навредить в чувствах. Но если мы говорим на личную жизнь, мои дорогие, от бабочек в животе до нежной любви, не про страсть, но именно про нежность, про ласку, про внимание. Вот какие-то такие добрые энергии. И нам говорят, вот у кого-то из вас советчиков много. Ведь по этой карте как будто вот сейчас занимайся сам собой или сама собой. Возможно, вы о себе прежде кому-то рассказали больше, чем следовало. Люди знают о вашей жизни, опять же, нечто более, ну, что им должно было быть доступным, понимаете? И некоторые персонажи могут думать, что могут давать, кстати, беспардонные советы. Здесь могут быть и те персоны, которые нарочно, нарочито пытаются вас тянуть какие-то дела, вопросы. Или будьте готовы, мои дорогие, что кто-то вам может завидовать, не соглашаться с вашим выбором по части личной жизни и пытаться вас увести в другую сторону или переключить ваше внимание. Не упустите свое счастье, потому что здесь может быть, знаете, какой-то сложный выбор, потому как и люди, да, могут, ну, назовем это, взывать голосу рассудка, а тут вот именно вы сами должны решить. Вы только проживаете свою собственную жизнь. И да, тут могут быть даже взаимоотношения по шестерке кубков, когда вам нужно будет это пересмотреть. И решить именно вам, не кому-то. Может быть, и не родителям, или наоборот, детям, да, как советчики. Все зависит от возраста, которые смотрят мои видео. Или какие-то другие третьи лица, которые друзья, родственники, да кто угодно. Вот занимайтесь, близнецы, именно своей личной жизнью, потому что идут добрые энергии. Вы сами как будто не должны себе... Вот, кстати, у вас сейчас период трансформации в отношениях. И если прежде у вас, к примеру, была какая-то разобщенность, то тоже отношения претерпевают эту трансформацию. Где-то будет оказывать влияние на то, как... Ну, это для тех, у кого сложные отношения, конечно. У кого нет вот этого согласия, тут возможно его достичь. Но тогда откровенные разговоры.
а не навязанное чужое мнение. Потому что навязанное чужое мнение как будто может разрушить какой-то союз. Будьте очень внимательны, мои дорогие близнецы. Может быть, и была какая-то многозадачность по части личной жизни. Был выбор, мои дорогие. Но тогда надо у себя честно спросить, кто идет со мной рядом, кто меня будет сопровождать, кому я хочу и могу доверять. Потому что трансформация, она неизбежна. Вы делаете какой-то очень важный выбор. И я часто говорю по этой карте успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Что это такое? Тут вопросы, которые могут действительно граничить между денег и вопросами страсти. Вот у кого-то так. Или это как заинтересованность в вас, просто заинтересованность без чувств, но это выглядит как-то так очень лояльно. Нет, все-таки я больше, мои дорогие близнецы, вам тут на что-то нужно решиться. И не упустить времени. Потому что тройка мечей, мы можем какую-то историю сами вспоминать, да? Именно ту историю, которая была как разрушение для нас. Или кто-то может из советчиков давать вам совет, то и дело напоминая о том периоде, а помнишь, ты там ошиблась или ошибся. Вы и понимаете, здесь и те, и другие, может быть, что-то вам будут транслировать, и выглядит это как правда. Но, тем не менее, любая правда, она имеет такую, знаете, вибрацию между мудростью и вашими желаниями, между тем, что да, оно произошло, и как вы это именно чувствуете. Насколько вы готовы открыться к будущему, например, да, даже если вы один или одна теперь оказались, а еще какая-то история не завершилась, она тянется. Насколько вы готовы не упустить, может быть, свою любовь, мои дорогие, насколько вы готовы сами участвовать в жизни человека или насколько вы готовы построить какой-то союз. Вот тут по личной жизни не все так просто, хотя возможности, безусловно, есть. Финансы. Ну, конечно, туз мечей – это выход из лабиринта, как я говорю. Завершение какой-то путаницы. Возможно, получение важной новости. И сами по себе финансы. Тут что-то по финансам у вас идет в гору, определенно. Возможно, будет подписан какой-то важный документ, у кого-то контракт по работе. Для тех, кто ищет работу, рассматривайте все то, что альтернативно, потому что мы, опять же, не те методы по тузу мечей мы должны использовать. А если ищете работу, стало быть, это либо какая-то, может быть, схожая сфера жизни, где вы можете употребить свои знания, дипломы, ваши навыки. Может быть, это просто в каком-то, ну, в другом контексте, как организация, которая, ну, вот она не совсем принадлежит именно к той сфере деятельности, где вы искали работу до этого. Альтернативный вариант от начала до конца вам приносит деньги. И более того, может свидетельствовать о том, что эта история для вас в последующем может быть очень благополучна по финансам. Для кого-то из вас как вариант дополнительного дохода или дохода на дому. Вот это я не исключаю. И на дела, документы, важные контакты, контракты, двойка жезлов – это когда мы строим планы. Для многих из вас это вот те проекты, которые вы будете, скорее всего, переделывать, пересматривать. Точно, аркан императрица. И для кого-то это статусная карта. Будут вопросы смены статуса где-то через работу, через вашу, может быть, популярность, через денежный эквивалент, я этого тоже не исключаю, покупка, продажа дома. Тут и такие вопросы могут быть продолжены, да, и в плане договоренности, рассмотрения новых вариантов. Но это может быть точно так же императрица, тот человек, как близкий человек, который рядом с вами. Но это более добрая энергия, если в целом есть благополучие, то императрица как раз его и олицетворяет. Поэтому вы тут будете что-то перестраивать, скорее всего. Перестраивать на новый лад. Потому что по двойке мы всегда уже имеем какой-то базис, и мы хотим видоизменить, как будто наступает это время. Но это не когда с места в карьер, а когда мы более где-то и продуманы, ну где-то и расчетливы тоже. И вот именно вот эти две энергии, да и, собственно, архетип, да, карты королевы пентаклей, как будто хочется вот этой стабильности, порядка, нового качества жизни. И приходят возможности.
который нельзя упустить. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал и читайте мои публикации на сайте. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.